Как выбрать обои? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Вы решили выбрать обои и не знаете, с чего начать. Сначала определитесь, какие именно обои вам нужны, исходя из особенностей помещения – влагостойкие, моющиеся или обычные. Затем разберитесь с предпочтительными материалами их изготовления, которых сейчас немало, и уже потом можно учитывать цвет и дизайн, рассматривать и выбирать узоры. Обои для стен. Обои как материал для отделки стен используются уже не одну сотню лет, но особую популярность они обрели в последние десятилетия, когда стали доступны для широких слоев населения. В настоящее время обои – это огромная индустрия, выпускающая широчайший спектр материалов с самыми разными декоративными и эксплуатационными свойствами. И это делает все более сложным выбор варианта отделки, ведь в таком многообразии можно попросту потеряться. Что вам поможет подобрать обои, которые будут оптимально соответствовать вашим запросам? Хорошим подспорьем здесь станет знание особенностей классификации этого популярного материала. А это уже определит то, насколько подходят те или иные обои для ваших целей. Свойства и способы ухода за обоями. Каждый рулон обоев обычно сопровождает бумажный ярлычок, на котором указаны ключевые характеристики материала. Одним из наиболее важнейших свойств здесь является устойчивость к влажной уборке, которая обычно обозначается волнообразными значками. По данному параметру обои разделяют на следующие виды. Простые – допускается только сухая и деликатная очистка, например, пылесосом и щеткой с мягким ворсом. Влагоустойчивые – с таких обоев вы сможете снять пыль и легкие загрязнения с помощью увлажненной тряпки или губки. Однако действовать нужно аккуратно, подобная уборка допускается ограниченное число раз. Моющиеся. Как понятно из их названия, покрытие выдерживает полноценную влажную уборку с использованием щеток или тряпок. При этом разрешается применять неагрессивные моющие средства. Супермоющиеся. Устойчивы не только к влаге и агрессивным моющим средствам, но и к трению. Такой материал можно чистить с водой даже жесткими щетками. Устойчивость к влажной уборке и влажности в целом может стать основным критерием выбора материала для стен. При ремонте кухни, к примеру, хорошим вариантом будут влагоустойчивые или моющиеся обои. Они же подойдут для ремонта туалета в квартире, несовмещенного с ванной. А вот при отделке ванной комнаты уже можно подумать о супермоющихся обоях на стенах, как об одном из возможных вариантов оформления. Еще один параметр, который относят к числу эксплуатационных свойств – устойчивость к выцветанию. Светостойкость обозначается значком солнышка, и она может быть очень актуальна для помещений, куда проникает много естественного света. Материалы изготовления обоев. Начнем с того, что все выпускаемые обои разделяются на две большие категории. Однослойные, симплексные, предполагают монолитный материал, декорированным узором или тиснением. Двухслойные, дуплексные, имеют два слоя: основу, которая крепится к стене, и декоративный слой. Как правило, такие обои прочнее и тяжелее однослойных. Теперь поговорим об особенностях обоев, выполненных из тех или иных материалов. Бумажные обои – это наиболее распространенный, простой и недорогой материал, а также самый капризный при наклеивании и уходе. Основой здесь является бумага, украшенная нанесенным или тисненным рисунком. Бумажные обои могут быть как однослойными, так и двухслойными. Вторые отличаются большей толщиной, благодаря чему они чуть лучше скрывают неровности стен, и увеличенным сроком службы в сравнении с однослойными. Основные плюсы бумажных обоев – экологичность, гипоаллергенность и невысокая цена, за исключением дизайнерских. К минусам можно отнести необходимость хорошо выравнивать стены, так как через тонкие обои заметно проступают все неровности. Плюс к этому обои на основе бумаги не подходят для помещений с повышенной или высокой влажностью и имеют небольшой срок службы – до 5 лет. При ремонте квартиры они хорошо подойдут для гостиной, прихожей, спальни или детской, станут оптимальным выбором для людей, которые любят часто обновлять интерьер. При покупке бумажных обоев обращайте внимание на плотность материала, от этого зависит их качество. Оптимальные параметры порядка 110-140 грамм на квадратный метр. Флизелиновые обои – это тоже очень популярный материал, изготовленный на основе синтетической бумаги, целлюлеза плюс полиэстер. Нередко используются как обои под покраску, если верхний слой представляет собой вспененный винил. Однако в последнее время больше востребованы флизелиновые обои с рисунком.
Флизелиновые обои легко наклеиваются, но нужно четко следовать инструкции производителя. Сравнительно тонкие обои на стене хорошо тянутся, и это необходимо учитывать, а более плотные могут не тянуться практически совсем. В целом материал имеет немало достоинств. Красив, экологичен, дышит, отлично скрывает неровности, достаточно устойчив к влаге. Единственный минус – качественные флизелиновые обои значительно дороже бумажных. Нередко под флизелиновыми обоями продавцы и производители понимают обои на флизелиновой основе, однако при этом многие характеристики полотна будут зависеть от свойств второго слоя, который может быть выполнен совсем из других материалов. Если хотите полностью флизелиновые обои, обращайте внимание на то, чтобы и основа, и покрытие были выполнены именно из флизелина. Виниловые обои. Виниловым здесь является второй слой, а основание изготавливается из бумаги или флизелина. Такие обои имеют значительную толщину, поэтому их можно клеить на стены с небольшими неровностями. Плюс к этому виниловые обои прочны, долговечны, устойчивы к воздействию влаги и хорошо моются. Удачный выбор для прихожей или кухни. Основной минус материала – пара и влагонепроницаемость, то есть он не дышит, поэтому в помещении с виниловыми обоями необходимо контролировать уровень влажности. Также к недостаткам можно отнести высокую стоимость. Акриловые обои. Здесь на бумажную или флизелиновую основу наносится слой из вспененного акрила. Такие обои наклеиваются легче, чем виниловые, да и стоят дешевле. Плюс к этому они прочны и экологичны и могут дышать, однако они менее долговечны и устойчивы к влаге в сравнении с виниловыми, но при этом тоже отличаются высоким ценником. Текстильные обои. Это двухслойные обои на основе бумаги или флизелина, однако верхний декоративный слой изготавливается из тканевых волокон – вискоза, шелк, лен, джут и другие. На стенах такие полотна становятся имитацией тканевой драпировки, которая смотрится великолепно. Текстильные обои можно рассматривать в качестве материала для дорогих интерьеров, независимо от реализуемого стиля, например, в гостиной, спальне, кабинете. Главные недостатки – придется сначала очень аккуратно наклеивать, затем будет сложно ухаживать. Тканевые обои легко пачкаются, собирают пыль, не любят влагу. Можно будет использовать или сухую чистку, или слегка влажную тряпку. Это один из наиболее дорогих видов обоев. Металлические обои. Внешний декоративный слой изготавливается из алюминиевой фольги, основа бумага или флизелин. Это тоже достаточно дорогой вариант, который обычно применяется для создания ультрасовременных интерьеров, таких, например, как техно или хай-тек. К плюсам металлических обоев можно отнести долговечность, устойчивость к влаге и выцветанию, простоту в уходе. Минусы – не дышат, для наклеивания требует хорошо выровненную поверхность. Стеклообои – это обои под покраску, выполненные на основе стекловолокна. В жилых помещениях стеклообои увидишь нечасто, однако при ремонте офисов этот вариант востребован. Причина – очень долгий срок службы, до 20 лет и более, прочность, влагостойкость и пожаробезопасность. Подобные обои, окрашиваемые латексными или водными красками, отлично маскируют неровности на стенах. Ключевой минус – небольшой выбор вариантов декоративного оформления, которое состоит из специального плетения – рогожка, елка, ромб и другие. Жидкие обои – это не совсем обои в привычном смысле слова, а скорее специальная смесь для нанесения на стены. Представляет он собой целлюлезно-клеевой состав, которым покрываются стены по принципу штукатурки. После высыхания получается весьма оригинальное и качественное покрытие с декоративными волокнами и рельефной структурой. Жидкие обои позволяют воплощать в жизнь эффектные дизайнерские идеи, и это их главный плюс. Кроме того, покрытие отличается экологичностью, оно способно дышать и не собирает на себя пыль. Хороший вариант для спален и детских комнат. Основные минусы – высокая стоимость и слабая устойчивость к влаге. Какие обои лучше выбрать? Сделать правильный выбор вам помогут несколько простых советов. Подбирайте обои, исходя из особенностей помещения и ваших приоритетов. Для кухни и ванной комнаты устойчивые к влаге. Для спальни и детской – экологичные. Для гостиной приоритетным может быть декор, например, а для кабинета или библиотеки – те обои, что помогут вам создать рабочий настрой. Обязательно смотрите за тем, чтобы все рулоны были из одной партии товара. Практика показывает, что цветовые оттенки обоев из разных партий могут заметно отличаться. Покупайте с запасом, лучше пусть останется, чем не хватит. Потом может случиться так, что вы купите рулон из другой партии и не угадаете с оттенком, или вообще не сможете купить.
Выбирая цвет и дизайн обоев, помните, что освещение в торговом зале отличается от освещения в вашем помещении, поэтому с цветовыми оттенками можно ошибиться. Если оттенки для вас критичны, то лучше сначала взять каталог или рулон обоев домой и присмотреться, а уж потом совершить покупку. Обращайте внимание больше на маркировку обоев, влагостойкость, цветостойкость и другие, чем на слова продавца. Он человек и может просто ошибиться. Если что-то непонятно, не стесняйтесь обращаться к нему за разъяснениями. Выбирая обои, помните простое правило. Нередко на стенах отлично смотрится тот материал, что в рулоне выглядел неказистым. И наоборот, красивые в рулоне обои зачастую вызывают разочарование после наклеивания. Включите воображение, постарайтесь представить понравившиеся обои именно на стенах. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.